Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. На каждые праздники мы всегда готовим эту замечательную и ароматную выпечку. Это ореховые трубочки. Они получаются очень вкусные, тающее нежное тесто во рту и ароматная начинка. Обязательно сохраняйте рецепт, а мы пока начнем приготовление с тестом. Для этого пшеничную муку просеиваю через сито в глубокую и широкую миску, чтобы легче и удобнее было замешивать тесто. Затем добавляем ванильный сахар, щепотку соли, соду и лимонную кислоту. Обязательно полную гранулировку я оставлю под видео в описании со всеми подробностями и нюансами. Смешиваем венчиком, обваливаем холодное сливочное масло в муке и начинаем натирать на крупной терке. Нам нужно будет приготовить нежную крошку, поэтому сейчас я все буду перетирать руками и смешивать. И как вы поймете, что у вас крошка готова, когда вы будете собирать и сжимать ее в руках, она у вас будет собираться в комочек. И легким касанием руки, когда вы нажимаете, она рассыпается, значит крошка готова. Главное, чтобы не было крупных кусочков масла. Затем добавляем холодную сметану, у меня жирностью 25%, и замешиваем тесто. Долго его вымешивать не нужно, достаточно просто собрать в один комочек. Сейчас мы его подкатываем в шар, накрываем пищевой пленкой, либо убираем в пакет и убираем в холодильник отдохнуть буквально на 30 минут. Тем временем, пока у нас отдыхает тесто, мы приготовим начинку. Для этого нам понадобятся грецкие орехи. Я их уже заранее измельчила в блендере. Добавляем сахарный песок и кардамон. Смешиваем ложечкой до однородности, и ароматная и вкусная начинка у нас уже готова. К тому моменту, когда у нас уже тесто отдохнуло, достаем его из холодильника, освобождаем от пищевой пленки. Сейчас будем с ним работать. Я подпыляю стол мукой, делю тесто на 9 одинаковых кусочков. Конечно же, я их буду взвешивать, чтобы они получились одинаковой формы и размеров. И каждый кусочек буду скатывать в шар. Посмотрите, как оно выглядит в разрезе теста. Скатываем в шар и будем шарики выкладывать на тарелку и снова уберем в холодильник. Почему убираем в холодильник? Потому что с данным тестом легко работать, когда оно холодное. Главное, чтобы оно было не подмерзшим, а просто холодное. Поэтому выкладываем на тарелку, накрываем пакетиком, достаем по одному шарику и начинаем его раскатывать. Подпыляю стол немного мукой и начинаем раскатывать в тонкий пласт толщиной, как папирус. То есть он должен быть очень тоненький. Из данного количества теста получается довольно-таки большая порция ореховых трубочек, поэтому если вам столько не нужно, вы можете раскатать всего 3 либо 4 шарика, остальные шарики убрать в морозильную камеру. Они хранятся довольно-таки долго, до 1 месяца, и при необходимости, когда вам нужно будет, вы можете достать за 30-40 минут тесто и приготовить из него абсолютно любую выпечку. Это просто идеальный рецепт теста. Он очень нежный и очень вкусный получается. Я также разделила его на одинаковые кусочки и разрезала с помощью острого ножа. Выкладываем начинку. У меня уходит немного больше, чем 1 чайная ложка. Подворачиваем края и скручиваем, как сигаретки. И по итогу у нас получается вот такая вот красота. Так проделываем со всеми остальными кусочками. И аналогично я проделываю с каждыми шариками. Я их буду раскатывать. То есть также подпыляем мукой, раскатываем в тонкий пласт, разрезаем острым ножом на одинаковые кусочки, выкладываем начинку, подворачиваем края и скручиваем, как сигаретки. Все готовится очень легко и просто. С тестом работать одно удовольствие, оно очень приятное, абсолютно не капризное, поэтому с этим справится даже ребенок. Готовые трубочки выкладываем на противень, выстеленный пергаментной бумагой, выкладываю их довольно-таки плотно друг к другу. Нету необходимости их выкладывать на расстоянии, так как это не сдобная выпечка. И отправляем выпекаться в хорошо разогретую духовку при 180 градусах примерно 20-23 минуты. Очень важно их не перепечь. Если вы их перепечете, они получатся суховатые. И если не допечете, они будут сырые. Поэтому важно выдержать примерно 20-23 минуты. И пока они горячие, обваливаем их в сахарной пудре, и у нас уже ореховые трубочки готовы. Можно их выкладывать на сервировочную тарелку
духовку и подавать на стол. Получаются они очень вкусные, очень ароматные. Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Уверена, что вы будете просто в полном восторге. Тесто очень нежное и очень вкусная начинка. Если хотите больше получать вкусных и интересных рецептов, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И я с вами не прощаюсь. До скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока!